Здравствуйте, дорогие друзья, добрый вечер. Если кто-то далеко, то, может быть, у кого-то утро. Надеюсь, что нас смотрят люди в дальних регионах. Ну, надеюсь. Я сегодня продолжение темы о долголетии, но тема будет о деньгах. Ну, не только о деньгах, но все-таки о бизнесе, о зарабатывании денег. И начать я хочу вот с чего. Если я буду вопросы, пожалуйста, отвечайте. Ну, первое, что меня слышно, вы уже поставили плюсики. Да, все видно, мы уже это обсудили. Спасибо вам большое. А теперь скажите, пожалуйста, если бы вам предложили выбрать здоровье или деньги, хорошие деньги, что бы вы выбрали? Как бы вы выбрали? Напишите, пожалуйста. Вот только или-или. Прямо просто напишите быстро здоровье, деньги, здоровье, деньги, кто что. Мгм. Оль написала спасибо. Мгм. Лидия Митрофановна. А нет такой мысли, что а если я выберу деньги, то за деньги я куплю здоровье себе. Ну, например, хороший фитнес, хорошие продукты, хорошее там все, и будет у меня здоровье. Есть ли вообще такие ответы или такие мысли? Потому что, если честно, у меня такие мысли были, когда не было денег, и когда, в общем-то, думаю, ну, понятно, люди, у которых есть деньги, они могут улететь в Швейцарию, там полечиться, купить самые лучшие лекарства или самые лучшие продукты. Ну, вот как бы вот так, да? На самом деле, таким образом, я подхожу к разговору о компании «Вивасан», о том, что, если коротко сказать, что такое компания «Вивасан», чем мы занимаемся и что она предлагает, то это великолепный продукт из Швейцарии, которым мы пользуемся, восстанавливаем свое здоровье, здоровье своих близких, и за это получаем деньги. Кроме того, мы еще отрабатываем как бы свою миссию на Земле. Даже если ты одному человеку помог в жизни, то ты уже не напрасно прожил свою жизнь. Ну, например. И когда мы говорим о том, что мы сами пользуемся, мы еще помогаем людям справиться с их проблемами. То есть мы те люди, которые могут решить проблемы. Мы помогаем решить проблемы. Это если говорить коротко о компании «Вивасан». Но любая презентация любой компании начинается с того, что рассказывают, что у них самый лучший продукт, замечательный, прекрасный, лучше его нет, и долго-долго, много-много доказательств. И на самом деле это правда. Практически в любой сетевой компании, ну, я имею в виду сетевую компанию, которая продвигает продукт, в любой сетевой компании продукт должен быть хороший, хотя бы одно наименование в ассортименте, иначе она просто долго не продержится. Это правда. Но всегда очень долго объясняют и рассказывают, потому что мы там где-то в другой стране, потому что у нас то-то, вот поэтому у нас самый лучший продукт. Очень много рассказывают о том, о маркетинге, о том, сколько дается, что и как, и так далее. И люди, все мы, привыкли к тому, что презентация начинается с того, что вот самое лучшее в нашей компании. Я начну эту презентацию с того, чего у нас нет. Я начну с того, что у нас нет автомобилей, которые раздают в других компаниях, правда, раздают за собственные деньги всюду. Да? И тем самым, что это значит? Тем самым как бы привязывают человека работать в этой компании. Заработает или не заработает он на эту машину, может, он где-то в другом месте, но во всяком случае вот покупать он все равно будет. У нас нет суды на квартиры, которые даются и которые тоже, естественно, люди будут отрабатывать их потом. Это не бесплатные квартиры, не бесплатные машины. Просто есть такая возможность, может быть, без больших процентов. У нас, почему у нас этого нет? Потому что нам
платят хорошее вознаграждение. Нам не обещают и не дают какие-то вот такие роскошные заманушки, нам просто платят деньги. Нас не возят в туристические поездки, особенно в последнее время, бесплатно, потому что нам уже заплатили деньги, и мы можем сами за небольшие деньги. Единственное, что делает компания, она выбирает шикарные отели за очень маленькую сумму, ну, минимальную сумму, которую только возможно. Но нет у нас вот того, что я вам уже сказала. Правда, у нас еще и нет обязаловки, у нас нет обязательных, обязательных покупок каждый месяц. То есть из нас не выкручивают руки на определенную сумму. То есть нам дают свободу. Хочешь быть клиентом? Пожалуйста. У нас есть одна единственная дисконтная карта, которая нам позволяет быть и клиентом, и сотрудником, и дополнительно зарабатывать, и зарабатывать большие деньги, то есть стать большим структурным лидером. Вот это у нас есть. Но и мы можем при этом выбирать. Каждый человек может выбирать. Человеку не нужно выбирать сразу же. То есть если, допустим, в некоторых компаниях кто-то хочет быть только клиентом, он получает небольшую скидку, должен там взять на какую-то определенную сумму. Если он хочет быть лидером, он должен еще внести большие деньги, и в таком случае уже будет возможность быть структурным лидером, а человек еще не знает, будет он структуру строить или нет, получится у него или не получится. И у нас нет накопительной системы. Я сейчас не буду говорить, хорошо это плохо, я задам вам один единственный вопрос. Кто любит играть в лотерею? Просто в лотерею. Это один вопрос. А второй вопрос в связи с этим. Кто выигрывал в лотерею? Вот сейчас у нас, допустим, там, не знаю, 30 человек, 50 человек, которые нас слушают, да? Скажите, пожалуйста, любите ли вы играть в лотерею? Кто любит играть в лотерею, поставьте плюс, кто не любит, поставьте минус. Прям быстро-быстро. Дын-дын-дын-дын-дын. Очень важный вопрос, потому что это связано, этот вопрос связан, сейчас скажу с чем, когда вы напишете плюсы или минусы. Если вам не лень, конечно, написать плюсик, даже не писать его, а просто тюк, ткнуть на кнопочку. Кто любит играть в лотерею и кто не любит играть. Не люблю, потому что никогда не выигрывала. Спасибо. Тань Панарина минус. Оля Рженко аж несколько минусов. А кто выигрывал хоть раз в лотерею? Ну, может быть, в детстве. В детстве же было это интересно, да? В детстве, когда когда еще были лотерейные билетики, мы иногда покупали, или потом уже во взрослом состоянии и ждали, а вдруг, а вдруг. Потому что дело такое, как рыбалка. Кто-нибудь выигрывал? Я выигрывала один единственный раз. А помните в фильме «Москва слезам не верит», когда героиня Муравьевой на работе обязали, 1 рубль выиграла. 100 рублей в русском поле, Оля Рженко. Но, то есть нет у вас среди вас людей, кто выиграл 1 000 000 или хотя бы 1100, ладно, 10 тысяч. Нету. Вообще все это касается финансовой грамотности и использования вот этих финансовых знаний для своего собственного благополучия. И очень много компаний, которые играют вот на этом, сейчас будет такой каламбур, играют на игре. То есть понимая, что люди надеются на какое-то чудо, вот я сейчас отдам денежку, вот еще отдам денежку, рубль, допустим, а выиграю вон сколько. Вот был же такой человек какой-то, который выиграл 1 000 000. Правда, мы не знаем, был или не был. То есть вот это отношение к деньгам. Либо я понемногу откладываю, либо получаю за то, что я сейчас отработал, либо я получаю минимум или совсем ничего не получаю, но жду когда-то, через год, через 2, через 3, потому что ставятся компаниями, например, такие условия, сделать там 30 тысяч или 300 тысяч баллов неких, и ты за это тогда получишь вот на больший процент денег, вознаграждения. И здесь большой вопрос. Люди идут, с удовольствием идут. Потому что, ну что я сейчас буду покупать, получать, вернее, по 5, по 10 тысяч? Ну,
так-то это ничто. Зато если я сейчас поработаю, немножко подожду, кстати, не все работают очень сильно, то я получу где-нибудь там, когда сделаю эти 300 тысяч баллов, может быть, там машину, например, или там ту же самую, кстати, за машину потом будет расплачиваться, или какие-то деньги большие. Так вот, деньги имеют ценность, спросите у любого финансиста, только на сегодняшний день. Вспомните, пожалуйста, сколько стоил доллар в 98 году, а стоил он 3 рубля. И вот, если бы тогда, за каждый месяц нам не платили бы деньги, а сказали: "Сделаешь там 300 тысяч валов, и тогда мы тебе выплатим, ну, пусть даже такую же сумму", то эта сумма превратилась бы в пыль. Потому что 300 тысяч баллов для любой компании или 1 000 000 баллов — это всегда, достаточно тяжелая цифра, и до нее нужно долго идти. А деньги, которые либо ты получил, либо они крутятся в компании. И за это время, ну, может быть, 1% дойдет, может быть, 2% вот до этих баллов, и тогда компания выплачивает. Компании всегда это выгодно. Либо что-то случится, человек передумал, ушел, заболел, переехал в другой город, и опять компании не нужно выплачивать. Поэтому один закон, главный закон денег. Заработал — получил. Потом уже ты можешь с этими деньгами делать то, что тебе нравится, то, что тебе хочется. Вот в этом плане, когда я говорю, у нас нет накопительного маркетинга, он относительно накопительный в течение месяца. Вот у нас накапливается в течение месяца. Ну, еще скидочка может там накопиться, но она уже заработана, ее можешь забрать сразу. А что касается длительных накопительных, нет и не будет, и это очень хорошо. Теперь смотрите, если мы посчитаем, первый вопрос, который я вам задала: здоровье или деньги. Что происходит в Вивасан? Мы уже сказали, что мы восстанавливаем свое здоровье, здоровье своих близких, и за это получаем деньги. И нам не нужно выбирать здоровье или деньги. Хотя, когда чуть-чуть подработал, получил эти денежки, и на эти деньги можно купить больше продукции. Это первое. Теперь второе. О накоплениях, о том, как накопить или как выиграть машину или там квартиру, например. Спасибо. Вот я только что сказала, что даже если тупо посчитать, ну, например, обычно компании ставят количество баллов, вот это огромное, чтобы выплатить большую сумму. Например, где-то примерно сильные лидеры это могут дойти до этой суммы, может быть, за 2 года, а 2 года таких лидеров, которые могут за 2 года дойти, обычно в компании 0,01%. Даже 1% нет. Лидеры, ну, более, так сказать, среднего звена могут дойти до этой цифры, может быть, лет за 5. Вот представьте, 5 лет не получать зарплату или получать совсем минимальное количество, а потом надеяться на то, что ты получишь. Много ли останется людей через 5 лет, которые все-таки дойдут до этой цифры? Так вот, так рассчитывается в компании. Ну, а все остальные люди, которые просто пришли чуть-чуть подработать или им нравится продукт, ну, то есть они вообще не связывают свою жизнь с этим бизнесом, просто люди, которые занимаются другими делами. Они никогда в жизни не дойдут до этого накопления. Значит, они будут просто клиентами. Вот если посчитать, даже если когда человек получает, ну пусть подрабатывает, он просто подрабатывает 5, 10, 15, 20 тысяч. В течение года он получит даже вот по 10 тысяч, 120 тысяч он получит. За 5 лет это будет уже около 600 тысяч. Если он будет продолжать работать хотя бы чуть-чуть сильнее, и у него больше будет зарплата, то это абсолютно спокойно 1 000 000 он получит от компании. Но они будут ценностные, абсолютно ценные, потому что ты их получаешь сразу сегодня. Если же ждать, да, и вот она лотерея. Я играю в лотерею, я надеюсь на то, что я когда-нибудь получу, и я никогда не получаю, потому что, а я складываю силы и свою энергию, свой опыт и знания.
Ам, Теперь о качестве продукта. Все компании говорят, что у них самый лучший продукт. Я уже говорила, долго доказывают об этом. Я не буду говорить о том, какой у нас продукт, потому что достаточно сказать другие слова. И это первые слова, которые можно сказать. Это Швейцария. Не надо доказывать, что у нее хороший продукт, поскольку во всем мире известно, что этот продукт один из самых-самых качественных, здоровых, натуральных и чистых. Для того, чтобы понять и узнать, достаточно погуглить и посмотреть вообще, что это за товары, какой продукт и как живут в Швейцарии вообще. Какая там экология, какая там медицина и прочее. Если мы говорим о продукте нашем, верю или не верю, каковы гарантии, то у нас в прайс-листе уже написаны буковки тех заводов, которые нам производят. То есть мы говорим с вами, что заводы, производители только на территории Швейцарии. Как это проверить? Мы абсолютно называем эти заводы, мы называем владельцев этих заводов, и каждый человек может это проверить. Все абсолютно могут позвонить или посмотреть. Да многие из нас просто переписываются и в соцсетях, и да, лично знакомы с владельцами компаний, потому что прозрачность информации – это еще один очень-очень мощное преимущество в этом плане. И если мы выбираем качество, а на сегодняшний день мы в тренде, то есть пандемия, как ни страшно это звучит, да, потому что даже вот 7 месяцев, сколько она идет там с марта месяца, да, в феврале стало известно, еще на Новый год или в январе нам представить даже это было невозможно, что такое будет. Вот оно, вот такова жизнь. Это, кстати, о деньгах тоже. Да? Вот оно, мы рассчитывали, что будет вот так, а тут грянула пандемия, и люди многие просто потеряли работу. И если говорить о том, что нам, как нам помогла пандемия, она помогла нам следующим. Во-первых, мы стали сами, и наши клиенты, и наши друзья стали абсолютно не просто Я еду сам. а вот оно вот пришло в физической форме, в материальной форме, что здоровье – это самое главное. Здоровье – это здоровье. Как только люди стали понимать ценность здоровья, они начали понимать, что экономить-то на себе нельзя. И своему ребенку кто-то купит, может быть, не очень хороший, качественный товар, но, если честно, я таких не очень знаю людей. Если предложить вам, допустим, некий товар, одинаковое название, с одинаковым количеством активных веществ, один продукт будет стоить 200 рублей, один продукт будет стоить 1000 рублей. И страна-производитель, например, то что вы купите своему ребенку? За 200 рублей или за 1000 рублей? Конечно, мы можем сказать, что дорого – это не всегда хорошо, но это всегда лучше, чем совсем дешевый продукт. Конечно, нужно смотреть. Для того, чтобы выбрать за 200 или за 1000, нужно внимательно посмотреть, и наши профессиональные партнеры показывали и рассказывали уже в наших прямых эфирах. Люда Бублиева, спасибо ей большое, Татьяна Панарина, о том, как выбирать эти продукты и на что обращать внимание. И вот здесь качество вышло на первую ступеньку, на самое главное. Вот почему люди, которые не были в Вивасане по несколько лет, просто сами стали возвращаться. Они помнят это качество, и настолько остро стоит вопрос здоровья, что они стали появляться у нас вновь. Дальше. О чем еще важно сказать о стабильности? Вот когда люди говорят, это новая компания, ты сейчас будешь во главе, и ты там заработаешь только, это значит маркетинг абсолютно никудышный. Это значит маркетинг очень плохой. Если может заработать только верхний, тот, кто только пришел, значит маркетинг плохой. Потому что
компании должен быть маркетинг таким планом устроен, чтобы люди понимали, вот я сейчас приду, и если я буду работать много, качественно, если я буду обучаться, если мне это будет интересно, то я могу заработать в сотни раз больше, чем человек, который пришел 20 лет назад, но при этом не работал, а просто как бы, ну, как клиент покупал для себя. Что здесь важно? Здесь важен маркетинг-план. И что касается, я прям чуть-чуть коснусь, что касается маркетинг-плана, у нас смотрел уже не один маркетолог. У нас смотрели много и очень профессиональных людей. Писи Намати был, царствие ему небесное, и Гаррет Джонстон буквально вот недавно я показывала, говорила ему, и многие другие ладыжинские эксперты из Академии ОЭЛИ, и многие другие люди, которые сказали, что ваш маркетинг, ну, просто идеально справедливый. Маркетинг, который больше всего приближен к традиционному бизнесу. Здесь важно, кроме того, что да, здорово, хорошо, маркетинг хорошо, как долго? Будет ли это год, будет ли это 2? А вдруг я вот сейчас буду работать, много сил отдам, а вдруг в компании что-то случится? И вот здесь встает следующий пункт – стабильность. Как мы понимаем стабильность? Ну, во-первых, мы понимаем, кто стоит во главе. И на это всегда обращают внимание. Всегда. Потому что, ну что нам рассказывать, мы это все знаем про это. Так вот, когда человек, президент компании, он же владелец бренда Vivasan, он же владелец собственных плантаций, он же владелец 2 заводов. И у него открыто в 30 странах официальные представительства и еще, наверное, столько же представительств неофициальных. То есть просто работают люди, имеют какие-то небольшие складики. И по всей Европе, и в Англии, и в Америке, и в Колумбии, на Кипре, в Израиле, в общем, во многих-многих В странах. Украине. Он вкладывает в плантации, он вкладывает деньги в заводы, в сырьевые рынки, в обучение, а не в собственные самолеты и яхты. Потому что самолетами и яхтами пользуется только он со своей семьей, а вот всем остальным, чем он владеет сегодня, пользуемся все мы. И еще один такой момент. Если человек вложил деньги в сырье и в заводы, произвести это одно, а вот продать намного труднее. И здесь мы с вами все, кто прикасается каким-то образом к Вивасану, очень нужны. Поэтому вот в этом еще стабильность. Человек, вкладывая деньги, понимает, что он будет работать долго. Это первое. Что еще очень важно? Легальность. У нас компания легальна просто с самого начала, с самой первой точки. Она легальна. И Томас Гетвит – один из самых законопослушных налогоплательщиков. И несколько лет назад Путин вручил ему часы, именные часы с благодарностью за то, что он как бы за оздоровление нации, за то, что он хорошо платит налоги и, в общем, предоставляет работу людям. И после того, как Путин вручил эти часы, мы никак не могли понять, почему, собственно говоря, Томас об этом не рассказывает. И, может быть, это просто сказки. И когда мы спросили, я лично спросила у него, говорю, да что же это такое, это вообще правда или неправда, и почему мы этого не знаем? Он по приезде в Турцию показал мне эти часы, и знаете, как он объяснил, почему он это не рассказывает? Он вообще скромный человек. Он сказал, а это не лично Путин мне отдал. Меня вызвали в посольство австрийское, и там вручили, значит, передали. Я говорю, ах. Но вот это вот как будто бы разница. Это важно для нас? Это очень важно для нас. Легальный бизнес и признанный бизнес уже даже нашим государством. Сегодня, на сегодняшний день я помню цифру, вот сейчас просто еще не смотрела, за апрель месяц в этом году, после объявления пандемии, было закрыто 27% ИП. Дальше это продолжение следовало. Сегодня я не знаю даже, что это за цифра.
потому что налоги непомерные, ну и что мне вам рассказывать, это все и так известно, и так понятно. Почему это? Что это значит? Это идет сокращение. Это же не просто ИП рухнуло, это еще огромное количество людей, которые там работали, рестораторы. Ну, мы думаем, ну, подумаешь, ресторатор там какой-то там закрылся. Ну и что, кому они нужны, эти рестораны? А когда мы начинаем смотреть и считать, сколько людей, какое количество людей там работало, потеряли работу или работу там им сократили зарплаты, я знаю, что у нас в таких крупных даже компаниях где-то за апрель-май понизили зарплаты на 30%, а потом еще на 30%. Вот представьте, даже люди, которые там зарабатывали 30, 40 тысяч, там 50, вот у них что осталось? Это 20 с небольшим. Я могу еще сказать, мы сейчас просто ищем девочку, продавца, и если 1,5 года назад мы выставляли объявление, и нам было очень мало звонков, то неделю у нас висит объявление, которое выходило всего 3 раза за неделю. И у нас уже было за эту неделю около 12 звонков. Мы только в одном Камелоте просто выложились, вот 3 объявления и все. И я считаю, почему? Потому что люди потеряли работу, люди ищут работу. Если это люди, которые ищут работу, пожалуйста, приходите, мы вам все расскажем и покажем. Если это предприниматели, то идти в нанятые служащие с 8 до 5 или там с 8 до 8, ну, не знаю, это очень тяжело. Это даже тяжелее, чем остаться просто без денег. Для человека свободного, который привык распоряжаться своим временем и своими деньгами. Так вот, предложение для бизнесменов, да, для малого бизнеса, это действительно катастрофа просто. Для Да людей, сколько которые ты занимались базаришь, да малым завали ты бизнесом, свое просто ебало, нижайший карга им старая, поклон, нахуй, потому блядь. что именно малый бизнес делает экономику страны и вообще сам себя занимает, сам рискует. Когда он приходит в компанию, здесь ему не нужно думать о логистике, о том, как налоги там сделать, да, об обучении, об аренде помещения, о закупке товара, о том, пропал товар или не пропал, сроки годности, не сроки годности, то, что делают многие на складах даже. Логистика и все остальные проблемы, все это берет на себя компания. То есть ты индивидуальный предприниматель, у тебя малый бизнес, ты бизнесмен, но ты отвечаешь за себя, за свою команду и за свои слова, которые ты рассказываешь о продукте. Подтверждение, гарантии подтверждения. Разумеется, все сертификаты, ни одного флакончика никогда у нас не ввозилось как-то там по-черному. Просто если будет время и у вас будет такое желание, я вам расскажу одну штуку, как в Израиле работают некоторые сетевые компании. Это отдельная песня. Теперь предложение, варианты работы. Человек, который любит продавать, а таких очень мало. И я их считаю, люди, которые умеют и любят продавать, это люди, которые, ну, как Микеланджело, как величайшие художники, или там, не знаю, Моцарт, например. Это действительно величайший дар, величайший талант. Но здесь элегантная продажа. Ты здесь можешь просто, я вот этим пользуюсь, смотри, попробуй, я тебе рассказываю, хочешь купи, не хочешь не купи. А вторым пунктом идет, если тебе, я могу сделать тебе таким образом дисконтную карту, что тебе будет на 23% дешевле, причем на многие годы. Вот в этом заключается продажа. Ну, для этого есть какие-то определенные условия. Что нужно сделать для дисконтной карты? Это купить 5 наименований любых. Да, я еще скажу, чего у нас нет. У нас нет бесплатной регистрации. Часто ли вы слышали в компаниях, что регистрация у нас бесплатная? И я когда смотрела и слушала это, поначалу вообще не понимала, о чем идет речь. Думаю, что значит бесплатная регистрация? А потом, когда ты вникаешь, ты понимаешь, что вообще-то она не бесплатная.
что вообще-то ты отдаешь свои данные бесплатно сама. Ты должна получить деньги за то, что ты дала свои данные. А ты не просто ты добровольно отдаешь свои данные, телефоны, имейл, скайп и всё тогда всё такое. И при этом ты покупаешь как клиент по той же самой цене. В чём тогда бесплатность? Что это дает клиенту? А когда он получит скидку на товар, когда он приобретет определенное количество продукта. Это можно так же, как и у нас. Мы тоже можем так делать. Просто Томасу, когда это говоришь, он смеется. Он говорит: "Ребят, ну мы же, люди же не дети, и они же не дураки, как же мы будем им такое говорить?" То есть бесплатная регистрация — это я взяла все данные, чтобы была возможность позвонить или сделать какую-то рассылку. Поэтому да, активация, этой бесплатной регистрации будет 5 наименований. Теперь внимание. У нас нет разделения, сколько человек получает процентов, если он купил там на 3000, 5% на 10 тысяч, больше, как во многих компаниях. На любую сумму, на какую бы ни купил человек продукт, а это может быть на 3000 рублей, причем продукт такой, который все равно у тебя должен быть в твоей аптечке, например, эвкалипт, лаванда, там, бальзам альпийских трав, от простуды, для повышения иммунитета. Это все касается вот сейчас, сегодняшней ситуации. И 2 ли это будет или 2500, или на 8-10 тысяч человек захотел купить, у него все равно будет дисконтная карта и одинаковый процент скидки. Вот это у нас есть. Ам, Какие варианты? Продажа, регистрация. То есть я тебе тоже хочу сделать такую же дисконтную карту, чтобы ты получал, продукт дешевле значительно. У нас есть варианты, лидерской работы, то есть построение структуры, и за личные продажи и за построение структуры ты можешь получать двойную зарплату. То есть есть такое понятие, как объемная скидка, обычная премия, а есть еще так называемый быстрый старт. Я не буду сейчас об этом объяснять, это не сегодняшний наш разговор. Я просто хочу сказать, что если человек чуть-чуть больше и усиленнее работает, он получает за свою работу, продавцы, двойную оплату. У нас есть уникальный прибор Вивопати. И для людей с медицинским образованием и не с медицинским образованием, кому просто это очень нравится, этот прибор, ему цены нет. Немецкий прибор стоимостью около 1 000 000 рублей. Это было несколько лет назад. Буквально вот предлагали мои близкие очень знакомые продвигать именно этот аппарат. У нас мы его брали за 184 тысячи в рассрочку, потом это все выплачивались, и он действительно уникален. Что это? А это сейчас, когда люди оглядываются и смотрят, где узнать, есть у меня там проблемы со здоровьем или нет, и все беспокоятся об этом. Просто подойти и за 700 рублей положить руку и посмотреть на состояние своего организма. Что это значит? Это значит, что, например, кто-то может сидеть, не обязательно покупать эти аппараты. Можно брать в аренду у тех, у кого они есть. У меня, кстати, 3 таких аппарата, один из которых уникальный, его в России больше ни у кого нет. Там 3 руки, еще и детская ручка. Хотя ребенка тоже можно и на взрослом биопульсаре проверить. Но человек может только зарабатывать на том, что он проверяет вот это состояние здоровья, измерение энергии делает. Это еще один вариант заработка. Кто научит? Ну, кроме того, что сейчас уже сложно вообще посчитать, сколько у нас различного вида видео, лекций докторских, обучений, школ. То есть это совершенно невообразимое количество, их много. Сейчас только проблема их структурировать. И как-то на сайте они структурированы, и уже там можно смотреть,
любую информацию. Но кроме этого, команда, я сейчас перехожу к своей команде личной, разговор идет не только о Вивасане, да, потому что я приглашаю вас в нашу команду. Но если говорить вообще о Вивасане, в Вивасане супер подготовленные люди, супер подготовленные профессионалы, практически во всех странах. Потому что такой продукт, который вот нуждается в этом. И такой президент, который, кроме того, что он занимается продуктом, он действующий как лидер. Я не знаю другой сетевой компании, где бы лично президент проводил лично обучение. Он может показаться где-то иногда на каких-то больших мероприятиях. Томас Гетвит проводит обучение, проводит школы, записывает видеоролики по бизнесу. Причем все это в системе, все это очень серьезно. Но вся команда лидеров, которые работают, многие больше 10 лет, и многие работают больше 20 лет. Просто представьте, успешные лидеры, а в моей команде, ну, лидеры, которые были, их много лидеров, и высокооплачиваемых лидеров, которые суперпрофессиональны. Я не говорю, что в других командах там хуже, но вся наша команда – это команда профессионалов. А это, поверьте, очень и очень много значит. Моих партнеров, вот наших коллег приглашают часто, чтобы они читали лекции по всему миру Vivasan. Поэтому система обучения или система работы, она уже есть, она существует. Это только нужно вот взять и прикоснуться. Есть ли тут риск? Есть ли риск у человека, который потратил 3000 рублей для того, чтобы защитить себя от инфекции, от всякой заразы, от всякой дряни и повысить иммунитет? И все это всего-навсего за 3-4 тысячи рублей. 5 продуктов. Ты в них вкладываешь, и ты пользуешься. Хочешь ты работать, не хочешь ты работать, это твое личное дело, тебя никто заставлять не будет, можешь сохранить. Но риска нет вообще, совсем никакого. Это мое мнение и мнение многих наших коллег. Поэтому там есть много еще моментов в маркетинг-плане, и это уже очень интересно, кстати, моментов. Чем еще интересная лидерская команда? Все, кто вас сейчас пригласил, это люди, которые могут ответить на 99% вопросов. Но если они чего-то не знают, они не будут врать. Они скажут: подожди, я спрошу у Николая Андреевича Гусакова, у доктора, или у фармацевта, или у консультантов, которые в этом разбираются лучше, потому что все равно есть какие-то направления. Это тоже еще один из важных моментов лидерской. Но есть еще в маркетинге мелкие, маленькие нюансы, которые ты не увидишь сразу. Ну, это просто нереально. Ты смотришь на крупную форму какую-то, да, и вот мелкие части ты иногда не сразу замечаешь. Так вот, лидер и спонсор, он сядет рядом с тобой и покажет, где тебе лично выгоднее, что именно тебе нужно сделать для того, чтобы получить максимальное количество вознаграждения. Что я вам хочу сказать напоследок? Я, конечно, была бы счастлива, если кто-то бы еще сказал, наверное, что-то. Но это у нас затянется надолго. Я думаю, что мы с вами встретимся в следующий раз и, может быть, поконкретнее поговорим об этом. Но когда-то, 21 год я лично назад, получила выигрышный билет. Это предложение вступить в компанию Vivasan. И 21 год назад я чувствовала себя в смысле здоровья значительно хуже, чем сегодня. Я уж не говорю о материальной стороне этого всего. Если вы обратили внимание, я напоследок вам оставила чеки.
Да, конечно, это все можно увидеть, это можно увидеть наши распечатки, это можно увидеть лидерские распечатки. Но я считаю некорректным показывать свои собственные чеки. Но сказать о том, что вот тут я недавно слышала одну презентацию, где человек сказал, что в месяц он зарабатывает $170 тысяч, работая при этом всего 7 лет, и я умею считать очень хорошо в этом плане. Когда я просчитала, этого быть не может. Есть, конечно, я не говорю о президентах каких-то компаний, но для того, чтобы заработать такие деньги на таком товаре, ему нужно, чтобы было у него оборот в месяц $3,5 миллиона. Это за 7 лет это нереально сделать просто по цене. Ну, Rolls-Royce, если, конечно, продавать, то тут вообще вопросов нет. А если продавать продукцию, как у нас, от 10 долларов, да, у нас франки, это почти нереально. Я к чему говорю? Больше чем 70 тысяч евро в месяц у нескольких людей в компании я не видела, я не знаю просто, возможно, они и были, но я таких не знаю. На сегодняшний день таких чеков, может быть, и есть, но это и может быть 1-2, потому что сейчас другие времена. Но чеки до 30-40 тысяч франков у VIP-персон это реальные, но их тоже немного. Я вам говорю о реальных цифрах. А реальные цифры – это или подработка, или дополнительный заработок, пусть будет 10-15 тысяч. Или просто вот хочу, чтобы рядышком была еще одна работа и получать там 40-50 тысяч рублей, я имею в виду. Или я серьезно буду заниматься, и через пару лет у меня будет стабильный пассивный доход от 100 до 200 тысяч рублей. Вот это те реалии, которые я знаю и не только в нашей компании, а во многих компаниях еще и сетевых вообще. Поэтому цифру в 170 тысяч евро – это та же лотерея. И кроме того, это нереально. Старайтесь всегда считать, выбирать и слушать свое сердце и проверять. Потому что есть такая пословица, ну не пословица, а притча как бы народная. Дурак никогда не сомневается, умный сомневается, и только мудрый сомневается и проверяет, чего и всем вам я желаю. И, конечно, Игорь, если я вам дам слово, скажите, пожалуйста, где нас можно найти? Ну, первое, к чему вообще вы можете сделать, это, конечно, позвонить или написать тому человеку, который вас пригласил. Даже если вы давно в компании как клиент, спросите, слушай, а где там деньги? Где там, как там можно заработать? Как можно бесплатно взять продукт? Созвонитесь. Вы можете заполнить анкету на нашем сайте, и мы вам ответим всегда. И еще одна вещь. Жизнь слишком скоротечна. Если опять думать и раздумывать, а это здоровье и деньги, вот наша компания – это здоровье и деньги, а деньги на жизнь и на здоровье, опять же, то принимайте решение сейчас. Еще раз повторяю, риска нет. Спасибо вам большое за внимание. Если есть вопросы, скажите их, пожалуйста. Лучше напишите их в чате, потому что... Игорь, вы мои уши сегодня, поэтому говорите, есть ли там были какие-то вопросы? Вопросов нет на данный момент, Ольга Васильевна. Большое вам. Напишите, кто в Zoom, напишите. Если в соцсетях, то... Угу. Ну что ж, спасибо вам за внимание. Если вы кто-то хочет что-то добавить, только коротко, в 3-4 листах, воззвание, призыв. Я буду очень рада. А вообще... Ольга Васильевна, там написано, расскажите о международном бизнесе. Да. Ольга Васильевна. Да.
Написано, расскажите смотрите, о международном это же бизнесе. международный бизнес – это то, что доступно не каждой компании. А в нашей компании, как я уже сказала, 30 стран официальных и еще сколько неофициальных, мы можем работать. Сейчас эта работа будет в режиме онлайн, много работы, но мы умеем работать и офлайн, и онлайн уже сейчас. И у нас есть великолепная обучающая платформа, через которую, через соцсети, через интернет можно подключать людей в любой стране мира, там, где есть Вивасан, или даже там, где нет Вивасана. И та программа, которая есть в компании, компьютерная программа, дает возможность увидеть это прямо в реальном времени, где, в какой стране, и кто у меня купил какой-то продукт. Потому что все покупки, все продажи ваших людей по вашей рекомендации стекаются в единый портал, где мы уже видим наши зарплаты. Кроме того, во всех этих странах есть представительства шикарные, во многих городах есть представительства и филиалы. Если кому-то хочется просто зайти, посмотреть, понюхать и попробовать. И везде проводит Томас Готфрид свои обучения, а значит, там также обучены люди. Кроме того, мы, конечно, всегда встречались и, надеюсь, будем встречаться на международных конференциях. Что касается пассивного дохода, со скольких линий мы получаем, практически мы получаем со всей глубины. Там есть, пока вот у нас еще, да, пока еще нет таких людей, которые там где-то какое-то обрезание было. Там есть уменьшение процента с глубины, там не бог знает какой. А так мы получаем со всего объема. Процент, это уже я имею в виду вип-лидера. Но о маркетинге, еще раз скажу, что о маркетинге как таковом – это отдельный разговор. Спасибо вам огромное. Оставайтесь здоровы, не тяните, потому что сейчас мы говорили о здоровье. Не тяните и правильно примите решение. Жмите на кнопку. Спасибо.